Ну что, ребятки, всем привет. Всем, кто подключился, всем, кто будет смотреть в записи. Не забывайте ставить лайк, комментировать, подписываться. Так, звук. Раз. Да, звук есть. Спасибо за лайки. Зиросина лайк. Монетки. Благодарю. Пабгер, здорово. Так, ну что, по машинам? Аляска. Аляска, друзья, Аляска. Северный порт. Северный порт. Так. Так, ага. Надо вспомнить. Задача. Доставка топлива. Где же наша цель? Так. Как далеко ехать? Так. Сейчас секундочку соображу. Надо как-то проложить маршрут. Сделать, может быть, все-таки. Так вот. Здесь есть АЗС. Кстати, мне бы пригодилась АЗС. Лойни Про, приветики. Ну, кстати, здесь можно проехать. Это же дорога. Так. Кстати, здесь есть улучшение. Можно отсыпануть. Стоп, это... Да, это дорога. Мимо гаражика. И уже сюда. Окей. Но прежде. У меня 14 литров. Очень скудный запас топлива, я бы сказал, его уже нет. Новая шапка, отлично. Посмотрим. Как ты воспринимаешь хорроры? Я воспринимаю хорроры отлично. Стоп, что происходит там? Боже мой, Колян. Спасибо, Колян. Хочешь увидеть пламя из выхлопной трубы? Сломай двигатели. Удачного стрима, дружище. Спасибо. Спасибо, Колян. Блин. Так, я уже опять сбился. Так, с чего я начал? Спасибо, дружище, за лайк и за донат. Все, я думаю, почему я не еду? Потому что у меня кончилось топливо. Ну ничего. Сейчас выручу. Веган сломать я вот не знаю даже как. Сложно, наверное. Но если только врезаться во что-то. Как тяжело-то, а? Не, ну,
Если говорить про хорроры, то я помню, проходил Silent Hill. Такой прямо хороший хоррор. Потом, что еще? Обитель зла, который Biohazard. Такой прямо мощный, жуткий. То есть не все хорроры хороши. Нет, я еще не видел твою шапку. Твою великолепную шапку. Надо будет посмотреть. Надо посмотреть, конечно. Я уверен, она стоит того. Так, Смоки, Колян, ты здесь? Если здесь, слушай, как там по поводу глобальной карты? Дали ответы? О. Ну, я, кстати, еще ни разу не так сильно не переворачивался, чтобы прямо... до такой адской поломки. Надо просто, наверное, снять бампер защитный, кенгурятник и влететь в дерево, чтобы увидеть этот эффект. Кстати, загрузил доп. Багажник сверху и стало ей тяжелее намного ехать. Или мне кажется? Колян, так что там с глобальной картой-то? Какой-то дал ответ? Командир. Будет, не будет собирать. Что-то прям тяжело. Что такое? Как будто бы эти 4 канистры реально повлияли на вес. Но это, блин, как супер неправдоподобно. Там всего-то по сколько? По литров 20, наверное, канистры.
Так, ну мы уже где-то близко. Я помню эти места. Короче, надо где-то искать Хайнер. Где-то на Аляске. Что-то пикап тяжеловато справляется с этими невзгодами. Давай. Дэнди Плей, приветики. Привет, дружище. На этой неделе, похоже, вышла игра The Last of Us 2. Все прямо ринулись проходить ее, ну, топ-стримеры, куда ни посмотри. Везде ее стримят. Так, стоп, где я? А, все правильно. Говорят, ну, такую даже оценку говорят 10 из 10. Ну, такое себе. Спасибо, спасибо, Дэнди Плей. Хотя надо саму ее попробовать как-нибудь пройти. Когда надо сначала где-то найти плойку. Да, плоечку бы. Так, ну что? Заправить. Не понял. А, какого хрена? Почему нету багажника верхнего? Так, стоп, стоп, стоп. Источник, верхний багажник. Пацифик. Ну, насчет пятерки я не знаю. Она, наверное, будет оверпрайс стоить. Ну, пересаживайся, да что такое? Я бы где-нибудь бэушную взял. Ради интереса, так сказать, попробовать попроходить игры. Тоже такой интересный опыт, наверное. Не, ну если канал, да, согласен. Если канал развивать, можно разные платформы по максимуму использовать. Те же и плойки, и Xbox'ы. Тем более Xbox тоже такой интересный аппарат. Так, где-то заправка была.
впереди. Так сказать, нужен охват аудитории. Разной аудитории. Я на консолях 100 лет не играл. Так, ну что, здесь поехать? Или по большому кругу все-таки? Сейчас развернемся. Потом я доеду эту миссию, и надо будет все равно прокатиться, посмотреть, что там по вышкам. Может быть, найти хаммер получится. Да поворачивай. Боже мой. Эта машина вообще огонь, ну блин. Радиус поворота меня смущает. Да, призы у меня жесткие начались. Ну, не то что призы, а статоры. Картинка призит на секунд 2. Может, видюха задыхается? Непонятно, кстати, стоит ли не стоит стримить в пятницу вечером. Тоже такой интересный вопрос для меня. Есть, что такое? Ну, старичок. Ну, что касается летнего периода. Потому что пятница, это, можно сказать, такой сакральный день для людей. Согласен, согласен. Дэнди Плейс, согласен полностью. Ну ладно, хотя бы плойку. ПС. Попробовать подержать ее в руках. Джойстика. Реально 100 лет не держал. Я играл на плойке, наверное, на первой. На Sony PlayStation. Да. На первой играл. Играл я в какую-то медаль за отвагу, кажется. Ну, кстати, мне нравилось. Прикольно. Сейчас я сижу и не представляю, как можно играть в какой-нибудь шутер, тот же самый на плойке.
Блин, может не стоило мне тут ехать? Тут хоть и срез, но, блин, такой душный. По грязи. Да, и опять я полностью с тобой согласен. Главное не количество, а главное качество. Чтобы было интересно людям. Все же ради этого делается. Короче, надо изведать, ну, расследовать, исследовать территорию, найти, собрать улучшения, кстати, улучшения же доступны. Что я сейчас после этой задачи чем я буду и заниматься. А потом я приступлю дальше к выполнению задач. Да, можно как-нибудь списаться. Так, где мы? Дискорд есть, ВК тоже у меня есть. Даже Facebook. Правда, я туда не заглядываю. Даже телега есть. Но в телеге я чисто так. Оппозиционные каналы читаю. Вульфгрип компания. Так. Так, это здесь? Да. Ну что ж, еще одни бочки доставлены, и осталась последняя партия. Она где-то в районе Северного порта, или как это называется. Сервисный участок. Так, поворот у нас где-то здесь. Не, ну прямо не заглядываю, я заглядываю периодически же. Отмечаюсь у тебя, дружище. Не под каждым роликом, но захожу. Так, здесь мы еще не ездили, кстати. Так. Со славного города Пермь. Ой-ой-ой, какая тут жишка. Ребята. Я уже сикаю немного. Может объехать?
Тут прямо очень душно. Такая интересная дорога тут. Или может я зря сикаю. Блин, тут тоже душно. Мне нужна скорость. Да я тоже много где не был. Хотелось бы. Давай. Что-то я вообще встрял прямо жестко. В ветку, что ли, уперся? Стоп, 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 не за эту, дружище, давай-ка. Да ё-моё, я... Ужас, какое место ужасное. А где это у вас? Природа классная. Природа так-то везде классная, надо только выехать и за город. Выехать за город, и она везде будет хорошая. Конечно, есть вот какие-нибудь уникальные места, по типу лесов, каких-нибудь полей, озер. Каких-нибудь гор. Не хочу сюда больше возвращаться, в это место, оно такое душное, не знаю, надо стопудово с апгрейдом сюда ехать.
О, тут, кстати, срез был. Так, что это за место? Вот стопудово здесь что-то есть, что-то лежит. Тольятти, Самарская область. Я же говорю, хорошие места, красивые они есть везде. И Самарская область тоже не исключение. Опаньки. Там что-то есть. С правой стороны горит. Так, где-то здесь. Надо будет на скауте сгонять. Скрытое улучшение, похоже. Да, там улучшение. Блин, ну почему я все время ночью еду? Тут такое место хорошее, а я еду ночью. Три ночи. Опаньки, а что здесь? Ух ты! Тут дорога прямо от гаража была. Да, мне нужно ставить 2 балла за невнимательность. Интересно. Ну, на скауте, наверное, можно проехать. На этом здоровяке вряд ли. Ух ты, какая хрень здоровая. Я уже предчувствую, что мне ее придется вести. Да. 15 левел. Доставка топлива. Благодаря вам бьется огромное сердце нашей страны. Можете похлопать себя по плечу и почувствовать себя героем. Спасибо. Да, я настоящий герой. Какая хрень здоровая. Это типа какой-то кран? Кайф. Так, сейчас, секундочку. Проверим, что у нас по заданию дальше. Плавучий бур. Так. Как раз таки он и есть. Рекомендован вездеход и требуется высокое седло. Доставить в порт. Демонтированный полуприцеп. То есть мне надо вот это зацепить и доставить аж в целый порт. Ну, кстати, дорога как будто бы близкая, но здесь выезд такой ужасный. Так. Секундочку. Подкрепить. Так, требуется вездеход.
То есть хотите сказать, что мой Пацифик вам не подходит, что ли? Да нет, идеально подходит. То есть в теории я могу даже на нем ехать. Но перед этим давайте-ка мы сначала пробежимся по вышкам и по... А, вот, улучшение, например, да? Зацепим. По-быстрому. Блин, так опять топлива нет. Надеюсь, хватит. Нужна какая-то победная стратегия. Блин, такое чувство, что не хватит. Девять литров. 8. Может быть, отключить полный привод? Все, приехал, блин. Да капец. Осталось-то ехать. Нет, смотрите, еще едет. В смысле, она едет? Прикольно. Повезло. Так, надо еще багажник. Так, ну короче так же.
Почему-то нету изморози на окна, кстати. Могли бы сделать. Пикапик крутой. Правда, он уже, похоже, не вывозит. Как-то ему тяжеловато все дается. Бен Сквад, привет. На мощей маловато, согласен. Хотя тут и V-образная восьмерка стоит, но видимо этого мало. А где же тут заезд-то? Прямо через лес. Так, ну как будто бы прямо здесь. Спасибо, спасибо за лайк, Бен Сквад. Интересно. Сможет ли он заехать? Не, точно сюда? Так, ну здесь гора. Здесь лес. Давай, давай, Бен Сквад. Спасибо. Так, ладно, попробуем на пониженно и на дифференциаль, да, заблокированном. А шо, вдруг? В режиме черепашки. Ну, кстати, едет. Удивительно. Такое ощущение, что он бы и вертикально заехал бы горку под 90 градусов. Так, что-то у нас за металлом валяется. Показывайте. Так, V8. Так, благодаря повышенной мощности, надежности и приемистости за счет небольшого снижения экономичности, этот двигатель расширяет возможности легких грузовиков. Окей. И каких же? А, это для Хаммера. Это для Хаммера. Отлично, осталось только найти Хаммер. Да, с такой горки бы на лыжах, а не на пикапе. Так, ладно, следующая цель сразу же куда нам? Сюда бы, по идее, доехать. Так, вот еще одно улучшение. Оно, кстати, недалеко от гаража. И здесь улучшение. Так. Так, здесь и здесь. Тогда я тпхнусь, пожалуй, на гараж.
И уже от гаража поедем за улучшениями. В идеале бы еще Хаймер найти. Что не хватает ему. Но это самый максимальный шин. Других нет. Там только сцепяние. А, где-то здесь. А, нет, одна здесь. Понял. А где-то здесь. Так, здесь что ли? Уберись. Да, где-то здесь. Так, Папкиш спрашивает, а когда видео? Только стримы будут? Ну да. А что, стримы это не видео? После стрима это видео... после стрима, ну, имеется в виду после стрима стрим становится видео. Так, что это у нас? Высокая подвеска. Для кого же она? Для какого-то грузовичка, которого у меня нету. Ну, окей. Что с тобой не так? Козлик, блин. Так, следующее улучшение у нас где-то здесь находится. Вот в этом месте. О! Утонувший Хаммер. Кстати. Вот и Хаммер. Очень интересно. Как бы выехать еще отсюда? Может быть, Хаммер будет пожестче? Так, это правильно? Да, это правильно.
И такой неочевидный поворот. По-моему, стрим это, ну, такое прямо самое то. Можно и игрушку попроходить, и с людьми пообщаться. А летсплеить, то есть это получается в оффлайне проходить игру и, так сказать, ее озвучивать, ну хз. Не, кому как, кто-то любит в оффлайне записать все это дело, оформить, выпустить видео, и мне как-то, не знаю, больше нравится на стриме сидеть, проводить время. Какой-то интерактив. Не, как... Раньше он ехал бодрее, без этого багажника дополнительного определенно. Согласен. Дэнди Плей. Вот именно, нужно сделать хороший летсплей, а ведь не каждый сможет сделать отличный летсплей, так сказать, потом еще все это сдело, так сказать, собрать в кучу, отредактировать. Короче, ну на это нужен опыт. Я правильно еду? Да ё-моё! Не туда. Такой момент. Поэтому на хороший летсплей нужен, так сказать, талант, чтобы его было интересно смотреть, не скучно.
какая тут неприятная дорога. Ну да, каждый решает сам, так сказать, свой путь, свою дорогу, как ему лучше развивать канал, как он считает, лучше для него и для канала. Так, а вот и, кстати, Хаммер. Все правильно, все правильно. Нужно быть супер творческим, чтобы как-то сделать красиво. Так, Хаммер. Марк Пирсон, хозяин местной фабрики, остался без машины в очередной раз. Из-за, скажем так, ошибки водителя. Его Хаммер свалился с моста в реку. Постарайтесь найти машину и доставить ее на стоянку. Интересно, с какого-то он... Не. Блин, на стоянку. Это не то. Ладно, я приму ее все равно. Так или иначе придется ее выполнять. Но просто интересно, с какого моста он свалился. Вот за километр нет мостов. Пиздобол. Так, на какую стоянку надо его отвезти? А, сюда, обратно. Ну, прикольно. Мне нужен вездеход. Да. Короче, нужен вездеход. Я на этом не вытяну его. Так, ну тут, кстати, есть проезд. Так, а улучшение находится здесь. Наверное, с этой стороны, да? Надо будет заезжать. Тензи Бой! Привет, приветики! Спасибо, что заглянул. Так. А. Какое хорошее место для проезда. Ой. Давай, 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 давай. Найс. Какая приятная чистая вода. Ну, я с тобой полностью согласен, но тут же у меня есть грибочки, смотри. Гидрозахлеб. Нет, грибочки, вот. Видишь? Мотор дышит. Все хорошо. Так, я аккуратненько, тихонечко. Тихонечко. Без лишних движений. Очень нежно. Так, Вестлайн. V16, ого. Для какого-то здоровяка.
Так, это у нас для Caterpillar 745 и для Western Star 6900 Twin Star. Это то, что у меня стоит в гараже, что ли? Да, спасибо за, так сказать, пожелание. Ну да, у меня все хорошо, так сказать, и все нормально, все нормально. Было нормально до этого момента. Ну, видишь, я хз, да, другие стримеры, видимо, хотят как-то иначе себя подать. Но я как бы не гонюсь за этим, просто катаю свое удовольствие. Всякие игрульки. Так, ладно, надо спасать себя, кстати. Эвакуация. Так, теперь нужно определить наши дальнейшие задачи. Достать хаммер. Да! Точно, у меня же есть задача хаммер достать. Так, вот мой небольшой автопарк, кстати, зацените. Блин, что опять по этому зигзагу ехать, что ли? Может как-то обезопасить себе? Ну, вернее, может быть, какую-нибудь канистру присобачить назад. Ладно. С канистрой будет намного напряжно. Сейчас достанем хаммера. Посмотрим, что за машинка, как он в деле. И потом уже приступим к основным задачам. Небольшой дрифт. Кстати, вездеход пошустрее будет, чем пикапик. О, прямо в Киеве. Хорош.
Арис ТВ Гейм. Привет, дружище, спасибо. Так, лишь бы не потеряться, блядь. Кстати, я бы хотел бы побывать в Одессе или в Киеве. Прикольные города. Больше в Одессе, наверное, хотел. Там все-таки море. Такой одесский колорит. По набережной прогуляться. Виктор Плей, спасибо за лайки. Так, а может быть где-то здесь можно просочиться, а? Под трубой. Просто все это объезжает такая духота. Да вообще с морем жить рядом это вообще такой кайф, а. Чайки у тебя летают. Воздух такой морской, приятный, соленый. Опасный уровень воды. Блин, по идее надо вообще заправить его вверх. Че, мне его так вести, что ли? Почему бы нет? Почему бы нет? Там вроде не было никаких условий, как его вести. Да тебе круто повезло, старичок. 100 метров от моря, это вообще полная сказка. Можно тебе только позавидовать. Ну, по-хорошему. Вообще рядом с водоемом это, ну, жить. Это моя мечта. Так,
Берданск, Берданск. А, Бердянске. Бердянске. Я что-то не могу сообразить, где это. Бердянске. Бердянске. Не на слуху. Признаюсь честно, не на слуху у меня этот город. Согласен, согласен полностью с тобой. Море — это совсем другой уровень. Это, как говорится, топ за свои деньги, если у тебя есть море. Что еще можно пожелать? Океан? Что за место такое? А, тут бочка стояла, точно. Да нет, спроси любого, где бы он хотел жить. Мне кажется, каждый второй, каждый первый, наверное, ответил бы рядом с морем. Но, кстати, не сильно душно было вести этот хаммер. Я думал, будет намного тяжелее, нормально. Тебя привезем, и будет у нас хаммер свой. Он стоковый? В Холомину. Так, что-то его швыряет там. Интересно, он нас тормозит, потому что он задним ходом идет. Ощущение, что он нас тормозит. Клик-клак. Привет, спасибо. Дельфинчики — это, блин, супер вообще мило, мне кажется. Это супер круто. Они же такие добряки. Большие рыбы, огромные. Красивые рыбки. Ну, как можно было их так назвать. Так, утонувший хаммер. Марк. Вам очень признательны и просят не рассказывать про эту историю с хаммером. Вот ваши деньги. Так, стоп. Это не мой хаммер, что ли? Не понял. Я его просто бросил, что ли? А, нет, все. Я уж перепугался. Ну все, есть хаммер, ребятки. Прикольно. Заценим. У-у-у. Как работает, а? Приятненько, приятненько, нравится. Так, салончик. Даже двухдиновая магнитола есть. Кайф. Пойдет.
Ну, американец. Американец. Такой прям. Прикольно. Первый раз, кстати, в салоне Хаммера нахожусь. Прикольно. Какой интересный звук у него. Так, а что-то у него бак-то маловат. 80 литров тоже. Так, ладно, давайте посмотрим, что возможно присобачить к нему. Так, Хаммер. Двигатель, который мы нашли. О, коробка передач. Так, по подвеске что? Надо найти подвеску. Не, ну гелик, кстати, прикольный. Хоть он квадратный такой, но... Ну, хз, мне нравится. Квадратный. Прикольный. То есть, какой-то тоже свой кайф в этом дизайне есть. Так, 39-й пока закрытые, а вот эти вот можно поставить 35-е. Так, стоп. Не стоят, блять. Так, отлично, отлично. Ну понятно. Стоковый. Так, оригинал скину по бросовой цене. Так, окей, что еще? Лебедка. Мощная легкая. Легкая, но при этом мощная лебедка. Мотор развивает достаточно усилий, чтобы вытащить забуксованный тяжелый скаут с прицепом. Ну, кстати, цена приемлемая, можно взять. Так, по дифференциалу у нас проблемки. О, багажник. Так, найс. Смотрите, как мы можем загрузить его. Так, и шнурки. Гелик это чисто стайл, бро. Только от него... Толку от него никакого. Не, про деньги это да, это отдельная история, естественно. Деньги это космос. Сколько он стоит. Я просто чисто, ну, внешний и, ну, эстетика, то есть он тоже какой-то шарм, я не знаю, ну, притягивает внимание. Такой аппарат хороший, ну, интересный. Так, а длинный я поставил. А, про деньги это, естественно, там. Просто забей. Какой ценник. Ух ты, багажник с тентом. Прикольно. Мне нравится. Хочу поставить. Так, козырек поставим. Клаксончики. Клаксончики. Клаксончики в жопу, клаксончики. Секосно. Хотя уродски выглядит, но это же защита. Так, фары топ. Не больше вот это.
Да, вот это больше нравится. Дисочки стандартные пусть будут. Так, что у нас по краске? Так, я хз, какие у него классические цвета. Но эти все явно не подходят. Черно-оранжевый. Это как из спасателей Малибу. Пусть будет это. А, просто желтый сделать? Или желто-черный? Или чисто желтый сделать? Можно оранжевый. А, то есть у него крыша будет оранжевая. А, вот желтый. А, кстати, да, у него, по-моему, желтый, да, классический цвет. Окей. И, конечно же, ночь. Ля, как светит. Че, маячки не работают? О. Он что-то вообще не едет. Короче, получился какой-то луноход. Короче, странный агрегат, как-то странно он едет. Ну, по ощущениям, я вообще его не чувствую. Мне как-то пика ближе, кстати. Ладно, пока забьем на это, у нас задача. У нас есть задача. Плавучий бур. Блин, ну почему все время ночь-то, а? Жирненько. Сейчас, короче, запотею с ним, по-любому. Вот здесь такое прямо неприятное место. Возможно, придется вызывать техничку на помощь. Так, а что здесь у нас? А, стоп. Так, здесь и здесь. Ну, по идее, все изи. Там только одно место будет шикальное. Надо будет, наверное... Тягач вообще норм. Единственное, мне не хватает полного привода, что ли. Полный привод вообще был, спасал бы меня.
Не, тягач стопудово круче, чем Хаммер. По-любому. Так. Какой тут наклон. Так, я с вашего позволения на пониженную переключусь. Я надеюсь, мы в реку не сползем. Пожалуйста, держись. Блин, может я зря так объезжал этот камень? На волоске. Был на волоске. Не, этот тягач вообще, как я ранее говорил, хорош всем. Единственное, радиус поворота у него такой себе. А так машинка хорошая. Жрет мало. Тянет. Тянет все что угодно. Так, в чем проблема? Не вижу, в чем проблема. Так, у меня какой-то... В чем проблема? Понял. Камень уперся. Во. Жуткая махина, конечно. Но прикольно, блин. Перевозить такие грузы. Так, 100 литров осталось. Придется Хаммер гнать. Заправлять. Неаккуратно я его везу. Но вроде не переворачивается.
Вроде терпит. Вот как перевозка какая-нибудь шикарная, все время ночь. Ни хрена не видно. Так, лишь бы не в этом болоте, не в этом болоте, лишь бы топляк кончился. Так, сейчас я, наверное, прямо здесь поеду. Прямо. Не буду корячиться по объезду. Просто вдоль деревьев поедем. Я думаю, это будет правильно. Ну, как мне кажется. У-у-у. Как тут глубоко. Да, тут супер глубоко. Сейчас буду как Спайдермен цепляться. Ну что, пока хорошо идем. Да, не хватает, прямо не хватает тут полного привода мне. Так, это все не то. Вот, окей. Сейчас делаем зацепик такой вот. Монстр, монстр. Шикарная машина.
Так, ну что, сейчас я тогда за бензиком. Где наш? Где ты? Хумер. Ну, пока мне нравится только звук. А как он едет, это отдельный разговор. Хотя, может, на бездорожье будет лучше. Давай, давай, Дэнди Плей. Хорошего вечера, зовут меня Денис. Спасибо, что составил компанию. Данил, очень приятно. Давай, хорошего вечера. Пока мне не нравится он. Я думал, будет лучше. Верхний багажник 40 литров? Серьезно? А, нет, у него два багажника. Один. И второй. Так, ну этого мало будет, наверное. До скорой встречи. Обязательно загляну, Данил, тебе. А, ну тут заправка есть. Тут есть заправка. Но нам не очень удобно. Короче, ладно, если что, придется еще раз заправлять его ехать. Блять. Неудачно. Так, ну у него, в принципе, колес много, поэтому я думаю, без проблем преодолеет. Да. Поворачивай. Опаньки. А что это у нас тут такое? Охренеть. Вы чё рофлите? Металлический мост. Ну круто, чё. Блин, а. Засада. Так, окей. Без паники. Да, не так все просто. Блин, я задачу не принял. Так, и теперь надо аккуратненько припарковаться. Так, что там с ремонтом? Так, доставить
Доставить балки. Ё-моё, отсюда даже? Вы чё гоните? А, еще отсюда можно, кстати. Так, а может где-то еще есть? Так, гараж наш здесь. Но отсюда можно. Так, балки. Металлические балки. Так, где-то у меня тут был вестерн. White Western. Наш старичок. Это уже получается третья карта его. Может, что-то можно поставить, улучшить его? Я вообще думал из него сделать техничку какую-нибудь. Так, движок. О, улучшить можно, но надо сначала найти это улучшение. Так. Так. Нет. К сожалению, ничего нет. Такое ощущение, что везде лед. Прямо асфальт блестит. Вот на него бы, кстати, неплохо было поставить цепи. Он вообще неуправляемый. Так, а если полный привод подрубить? О боже, да, на него надо цепи ставить, блять. Давай, папгер, спокойной ночи. Естественно, поставлю. Давай, дружище. Блин. Короче, надо на White Western ставить цепи. Чуть не разбился. Тормози! Да что ты, куда? Так, здесь тут асфальт. Не асфальт, а лед.
Да, определенно ему нужна цель. Блин, сделать бы они где-нибудь шинку, не знаю, по дороге. Так, это мне не надо, стоп, хотя нет, можно заправить. Так, а нам, кстати, сюда. Если я буду постоянно по асфальту гонять на нем, то определенно нужны цепи. А вообще, по-хорошему, уже бы заменить этот автомобиль. Хотя, если найду движок, найду цепь, это будет для него вторая жизнь. Второе рождение. Ё-моё! Фух. Так, это что такое? Местные власти ищут добровольцев для ремонта линий электропередач. Дело серьезное. Покрывают все расходы и за работу тоже платят. Окей. Блин, задачу отменил. О, трубы. Балки. Балки, да, балки, все правильно. Сейчас, наверное, совсем сцепление пропадет с дорогой. По логике вещей. Так. А, ну придется обратно также ехать. Так. Что такое?
Хотя нет, если нагрузить машину весом, наоборот, наверное, сцепление лучше становится. Ну, вернее, прижимная сила, все дела. То есть она, по идее, должна меньше даже скользить с грузом. А, кстати, блин, вспомнил. По поводу хоррора спрашивали вначале. Есть ли не хоррор, есть ли не хоррор, который охота пройти, который, так сказать, я так и не прошел в свое время. Называется Hellblade. Вот это интересно. Пройти его. Кстати, возможно, я его пройду. Только я еще пока не определился, когда. После SnowRunner или как-то и вклиниться между стримами. Не знаю пока еще. Так сказать, не решил. Так, стоп. Надо посмотреть еще его, так сказать, в магазине, если он в знаменитом магазине. В знаменитом торрент-магазине. Если есть в наличии, то почему бы нет? Да, сцепление улучшилось, чувствуется. То есть вес дает о себе знать. Прям так хорошо прижимает. Ну, задняя, по крайней мере, ось. Капец, уже 2 часа прошло, офигеть. Я еще только одно задание сделал, 2 задания. Одно доделал, и второе сейчас делаю. Жесть. Ах, получи. Везде бы так мосты строились. Окей. Кстати, я не понимаю, почему у нас так мосты не строятся. Конструкция супер простая. Супер быстро возводимый мост, по идее. По технологии. Но все пытаются что-то распилить бюджет. Собаки. Бесит. Новости смотришь? Там мост рухнул. Там мост рухнул. Да вы чё, вообще охренели, блин? Так, ну что, это у нас получается будет вторая задача на сегодня. Я даже, наверное, успею третью сделать за час.
Ай. Я не подрасчитал немножко. Я вроде не задеваю. Сейчас, наверное, будет и следующее задание прямо отсюда. Так, Настя. В Blackbird все очень довольны, хоть теперь начальство от меня отстанет. Ну это все пока что. Спасибо. Спасибо за 3000. Так, что у нас дальше по задаче? Так, доставка в горы. Доставка запчастей. Доставить на завод запчасти. Вездеход. Так, а что за доставка в горы? Доставить на северную станцию горная река, бочки с топливом. У, в горную реку прислониться. Прикольно. То есть тоже на Аляске. Так, блин, пока что неохота мне покидать это место. Так, запчасти. Доставить на завод запчасти. Рекомендован вездеход. Запчасти. Так, что еще есть? Так, у нас тут... у нас тут ученая публика собралась. Сверлить дырки во льду. Так получилось, что это наши хорошие клиенты, и надо им угодить. Они заказывают, вы подвозите. Вопросы есть? Вопросов нет. Надо кирпичи. 4 единицы. Металлические балки. Так. Металлические балки, кстати, можно и отсюда взять. И отсюда. Стоянка прицепов. Интересно. Так, и топливо. Топливо отсюда. Ну, по идее, задание хорошее. Тут можно все по ходу все зацепить. Так, 2 бочки, 2 единицы, балки. Это целый кузов надо. И кирпичи 4 палета. Так, интересно, на что я смогу это все погрузить? За раз. Смогу ли я за раз повезти? В теории можно как-то это просчитать, наверное. Кстати. Это магазин прицепов. Так, здесь у нас что, кирпичи? Здесь балки. Это топливо. Так, что здесь? Здесь кирпичи. Хотя, по идее, сюда можно не ехать. Можно здесь взять кирпичи здесь. Здесь балки. И топляк здесь. И потом уже можно давить до полярной базы. Так. Надо сообразить, на чем это ехать. Так, не стягач. Не стягач. Хотя я супер близко от этого места. Опа! А ты кто такой? Royal BM-17? Почему я тебя раньше не увидел? Интересно.
Так, я хочу как-то сориентироваться. А это что такое? А, припасы буровиков. Трубы только здесь. Угу. Соображаю, как поступить. Прицеп. Если к этому я присоединю прицеп, и потом подсоединю вот этот White Western. Интересная комбинация получается, да, друзья? Например, я на этом бы смог повести балки. Те же самые. Так. Например. На нем бы я смог металлическую балку ввести. Потом 4,2. 2 топлива. То есть это 6 единиц надо. Вопрос. Есть ли у меня такой прицеп на 6 единиц? По-моему, только на 5. Ё-моё. Ёп. Чуть не размотался. Опаньки. Да что это у нас такое стоит, а, ребят? Цистерна. Кстати, неплохо. Я просто хочу автопояс сделать, чтобы все это за раз увести. Так. Так, 6 единиц. Только 4 максимум. Хотя нет, по-моему, на 6 единиц-то нету. Если бы я только взял бы какой-нибудь вездеход. Сейчас соображаю. Ехать так супер далеко. Хотя... Да, в жопу. Что-то я сижу, гадаю, там еще есть, есть возможность зацепить.
Сейчас все будет. По-моему, схема шикарная должна быть. Ну, по крайней мере, задумка. А какое будет исполнение? Увидим. Сейчас, секундочку, надо маршрут сделать. Так сказать, проложить. Так, через мост. Угу. Сюда, сюда, через АЗС. Так, здесь бочки загружу. Так, здесь я... Здесь кирпичи. А, здесь балки, здесь кирпичи. Так, а здесь можно еще кирпичи? А, тут только балки. Так, ах ты, ё-моё. Короче, весь мой автопоезд бессмысленный. Так, тут надо, короче, загрузить 4 единицы кирпичей. 4 единицы кирпичей. Топливо. А балки я загружу. А балки я загружу здесь. По-моему, схема рабочая должна. Я бы сказал, идеально. Тяжеловато, кстати. Так, ну и...
Блин, сейчас... Да, он застрял. Блин, эти повороты, а. Вернее, даже эти столбы. Они немного не вписываются в мои планы. Да ё-моё, ты ж присоединился. Блин, все парни ушли, пожелали мне спокойной ночи, мне тоже захотелось спать. Засранцы. Так, топливо 2 единицы. Так, сейчас надо подумать, куда мне загрузить. Блин. Загружу White Western. White Western, дружище. По-моему, в него должно влезть 2 единицы. То есть 2 палета. Я надеюсь. Да. Эй, гайс, у меня все найс. Да, идеально. Секунду. Идем, присоединяйся. Так, теперь мне нужно кирпичи. Где мы найдем кирпичи? Так, здесь есть кирпичи. И кирпичи есть здесь только. Так, на этот склад мы явно не поедем. А здесь у нас уже балки. Найс. В лесу столько задач, я вообще не представляю, как это... За сколько я смогу это все пройти. Сколько мне потребуется стримов, чтобы пройти эту... SnowRunner. Такое ощущение, что мне все-таки придется растянуть прохождение этой игры на долгие месяцы. Так, и что-то оторвал ему. Я буду, наверное, да, все-таки вклинивать между SnowRunner другие игры. Ну как это было с метро. Так будет правильно. Вернее. И на следующей неделе, наверное, все-таки да, я посмотрю этот Hellblade. Если нет, то есть еще одна игрушка на примете, которая, так сказать, привлекает мое внимание. Но об этом узнаете только на следующей неделе. Единственное, что могу сказать, это будет игрофильм. Обожаю игрофильм.
Так, ты едешь? Да, едешь. Бедолага Джо. Сутки за баранкой сидит, сутки. Ну, вернее, сутками сидит за баранкой. А может у него геморрой, наверное, размером с арбуз. Так, кирпичи. Раз, два, три, четыре. Так, ну что ж. Ха. Ну давай, покажи Пацифик, на что ты способен. Хотя это всего 4 палет. Вы только что здание целое везли. Тем более у White Western движок работает, поэтому он еще помогает мне. В теории даже можно к White Western было прицепить, хотя нет, наверное, нет. Если только на жесткой цепке ну, цеплять что-нибудь. Надо, короче, супер имбовый тягач. Потом нужно вездеход второй машиной. И к вездеходу цеплять еще один прицеп. Да столько можно возить за раз. Надо продумать это вариантик. Так, я же полный. Мне чисто надо только ехать до этой полярной станции. Полярной базы. А вот тут, конечно, неприятный участок. Узкий. Сюда, сюда, сюда. Ну, понятно. Не, ну допустим, нет, этот тягач не подходит, потому что у него нет кузова. Нужен кузов ему. Не, хотя если жесткую цепь какую-нибудь прицепить к нему. Или эту оставить, ну как вариант. Или покороче. Но для начала нужно полный привод. И движок. Если бы не было бы подсказок, и, ну, вот этих на экране, и графенности было бы у меня получше, то, мне кажется, люди, которые бы заходили, они бы думали, что чувак просто, ну, работает где-то на северах и снимает, так сказать, себя на камеру. Ну, как мне кажется, очень похоже.
GoPro-шку прицепил на голову. Блять, что ты там делаешь? Нельзя одного оставить ни на секунду. Да блять. Так, ладно, я, может быть, всё-таки проеду. Сначала надо проехать этот участок. Да, определенно стоило от меня оцепить прицеп, то есть White Pester. Теперь лишь бы он заехал сюда. Я должен, наверное. Тем более у него все для этого есть. И полный привод, и дифференциал. И даже лебедка. Пердит, но едет же. За это мы его и любим. Так. Пойдет. Надо вести, кстати, это в практике, по исполнению, потому что очень хорошо сокращает время. Только надо это все оптимизировать. Я вне стрима, наверное, подумаю, как это сделать, чтобы не занимать времени на стриме, а потом уже, собственно говоря, уже посмотрим, что из этого выйдет. Я еще хочу, кстати, тачку вытащить, которую мы видели на карте. Может, это наш новый автомобиль будет?
Пока что мне вот этот Пацифик больше всех нравится. Я бы вообще бы с него не слазил. О, Фрэнки Маслоу. Привет, дружище. Спасибо за лайк. Так, сейчас я буду аккуратнее здесь, наверное, да? Хотя... Блин, лишь бы... Лишь бы не перевернулся бы наш прицеп. А, а. Так, секундочку. О, Смоки Смок пишет. Как продвигается? Ну, как видишь, все еще в дороге. Я тут придумал хитрую схему. Ну как хитрую, просто прицепил грузовичок и еду. Загрузил его... Загрузил грузом. Немного, так сказать, читерю. Так сказать, ускори процесс. Да, я как раз, Колян, спрашивал тебя, видимо, ты уже отошел. Что там он по ГК-то? Командир дал какие-то указания, там, не знаю, может быть, какое-то оставил сообщение. Будет, не будет. Глобалка у нас. Будет, не будет он собирать народ. Все-таки как охота чифтейна в коллекцию. Не то чтобы очень сильно, но, блин, хотелось бы. Пока ничего не сказал, понял. Жалко. Онлайн летом, конечно, тяжко набирать. Так, стоп, я вообще правильно еду? Да, все правильно. Я немножко струсил, но все правильно. Может быть, повезет нам с погодой. Ну, в том плане она, может быть, ухудшится. Загонит, так сказать, людей домой. И, ну, онлайн на время глобальной карты вырастет.
Так, ну что ж, полярная база. А вот и мы. Так, кирпичики получи. Так, и... Получи. Найс. Так, ну шо, ну шо, ну шо, ну шо. Осталось... Остались балки. Остались балки. Так. И у меня опять остался прицеп. Надо куда-то как-то избавляться от этих прицепов. Ну, блин, ну согласен, согласен. Активность у нас в плане такая себе. Ее нет. Вернее, этой активности. Просто, ну как, танки всех запарили. Танки всех запарили. Можешь предложить ему с кем-нибудь объединиться, с каким-нибудь кланом. С каким-нибудь тоже таким же небольшим кланом, который хочет поучаствовать на глобалке. Так, мне нужны балки. Балки у нас на заводике. Окей. Так, зацепим все задания, которые есть. Ясно. Тоже принял. Не, мне кажется, как раз таки вот, возможно, на следующей неделе уже люди будут себе подыскивать клан для глобальной карты. Мне кажется так. Более уже сегодня в чатах я видел, так сказать, желающих, которые хотели вступить в клан. Правда, там такие желающие, конечно, но посредственные, 45%. Ну вот, с другой стороны, нам нужно только 5 боев сделать, по идее. То есть он хочет, чтобы это шестеренки сами с собой крутились и их не надо было смазывать. Блин, такого не бывает. Нужно обслуживать весь этот механизм. Кстати, на том стриме сидел Олег Вот, который тоже набирал себе бойцов. Ну посмотрим, на следующей неделе. У тебя там с какого числа? 28 числа будет старт. На следующей неделе у нас что будет? Среда 24, то бишь через неделю будет старт. И ну да, на следующей неделе уже будут бойцы как раз подыскивать все кланы. Может удастся найти кого-нибудь. Так, балки. Балки есть. Надо командира, ну, какого-нибудь, не знаю, играющего командира, то есть который бы реально играл бы, ну,
не обремененного там, с семьей, возможно. Чтобы был какой-то эффект. То есть молодого бойца нужно, командира, ну хотя бы зама. Если бы он отдал бы кому-нибудь, ну, сделал бы заместителем своим бы, такого бы человека, то возможно бы. Ну еще надо, чтобы он был суперактивным. А таких сложно найти. Не, ну подожди. Изначально же он собирался под глобал план этот. Ну, вернее, под подобные ивенты. И бойцы они тоже с таким же умыслом. С таким же умыслом заходят в кланы. То есть чисто для ивента, для глобальной карты. Ничего более. Так. Ты застрял, что ли, мой друг? Блин, даже зацепиться не за что. Эть! Да прекращай. А, нет, едет. Ух, телега, мне все скрипит. Ну, блин, по-другому-то мы все равно никак не возьмем. Нужно и бойцов скилловых, чтобы, ну, нормально что-то делать. Сыгранность, а за неделю вряд ли можно этого добиться. Кажется, яйцеголовые вам довольны. Спасибо большое. Пожалуйста. Почему яйцеголовые? Блин, ну, я не знаю, это супер сложная задача найти людей, сам понимаешь. Тем более летом. Зимой-то было сложно, блин, как собраться, а летом-то вообще это беда. Так, окей. 44 минуты. Так, что, к концу стрима, наверное, попытаемся... Я хочу вот этот достать. Автомобиль. Royal BM17. У него сломан движок, коробка и подвеска. То есть его надо что, починить только? Так, окей. Без Б. Сейчас, короче, сделаем. Сейчас все сделаем, гайс. Так. Башка, вари, вари, вари. О. International Paystar. Вот мой могучий вездеход. Блин, к концу стрима уже башка так соображает туго. Так, что по тенячкам? Ничего нет? Нет? Может, цепи надеть? Цепями как-то смотрится так
Офигенс. Ладно. Так, это нет. Дифференциал нет, 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 нет. Модули. Модули кузова. Вот. Вот о чем я говорю. Выглядит зачетно. Хоть стоит 5300, но блин. Так, а что еще? Доброджек. Привет, бро. Спасибо за лайки. Это несложно, если командир и заместитель заходят в игру хотя бы раз в неделю, а не раз в сезон. Это верно. Это верно. Блин, а он что, у меня зеленый? А, красный. Что если сделать тоже его желтый цвет? Ну такой вот. А, так у меня такой есть цвет. Не. Ладно, оставим такой. Блин, выглядит прикольно. Сервисная тачка. Ну все, едем на спасение машинки. Блин, прикольно выглядит. Гена. Ай-яй-яй-яй, надо было все-таки цепи поставить. Давайте я цепь поставлю, что-то меня прям несет жутко. Эвакуация. Так, тюнинг, шинки. Давай, Колян, спокойной ночи. Спасибо, что посидел с ним. Черкни, плиз, в Discord, если не против завтра танки покатать. Блин, я не знаю насчет танков. Но если я зайду, то напишу. Я сегодня заходил так, на один бой, нечего делать. Думал, вдруг не получится набить 6000 урона. Но нет. Не случилось. Потому что бывает такое, когда пытаешься, это, ну, целенаправленно катаешь, так сказать, катку за каткой, у тебя ничего не получается, а бывает раз заходишь, раз в недельку и бац, и выполняешь задачу. Спасибо, Колян. Спокойной ночи. Но если я зайду в танки, конечно. Пару боев катанем. Какое интересное место. Но мне, кстати, сюда. Сюда. Мне деньги вообще не копятся. Я все трачу на эти прицепы.
Надо что-то продать. Что-то надо продать. У меня, короче, 3 скаута. Надо один из скаутов продать. Стоп дома. Так, ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Но все это вы знаете прекрасно без меня. О, кстати, я без полного привода еду. Я думаю, что он не едет у меня? Так, стоп, 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 тоже... О, может быть, до вышки доехать? Раз уж мы тут супер близко. Как тяжело, в смысле? Серьезно? Угу, и улучшения даже есть. Где-то поблизости. Давай посмотрим. Так, лучше... А, тут и еще и улучшение лежит, ё-моё. Блин, найс, найс. Не зря. Не зря заехал. Блин, в пятницу все-таки тяжело стримить. Понимая, что в этот день слишком будет маленький, так сказать, онлайн. Кому надо смотреть стрим? Вечер пятницы. Летом, к тому же. Зимой, осенью другое дело.
Тут что-то... Блин, показалось, это листья, оказывается. Я думал, это золото блестит, может. Железка. Так, окей. Окей, он здесь. Где-то здесь. Вижу его. Так, а у меня тут есть? Опа. Как бы не утонуть тут. Нет, тут грид-то не стоит даже. Я не поставил сюда гриб. Так, и мы стоим на месте. Вы издеваетесь? Даже не вздумай переворачиваться, я тебя убью. Так, а вот тут очень интересное место. Я бы сказал, кусок. Надо как-то заехать и не утонуть. Блин, надеюсь, там не глубоко. Ё-моё, какой наклон жесткий, а? Я засомневался уже по поводу этого места. Кстати, тут можно до него и здесь добраться. Что это там спрятано, а? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ать. Да, Royal BM-17. Что же это такое? Интересно, интересно. Секунду. Ремонт. Так, так. Всего 300, но нам хватит. В смысле, вот же. Ух ты, 581, ё-моё. Блин. Так. Ё-моё, не хватает. Да ладно. Так, 180 коробка. Капец, что так мало-то, серьезно? 300 всего? Требуется 100 очков еще. Да уж. Так, а я могу пересесть? Ух ты! А вот наш новый грузовичок.
О, он даже едет. Офигеть. Так я смогу сейчас на базу пыхнуть, да, получается. Так, ну-ка. Эвакуация. Royal BM-17 у нас в гараже, друзья мои. Так, ну что, блин, прикольно. Прикольно. Так, это что такое Royal BM-17? Это что вообще такое? Магазин грузовиков. Что за Royal BM-17? Какой класс-то? Это вездеход. Ё-моё, у меня два вездехода теперь. Так, у этого что? 2, 3, 4. Бак 200, 240, 280. Есть. Дифференциал нет. А у этого есть. А у этого дифференциала нет. И на кой хрен тогда он нужен, если у него нет дифференциала? Вот он, фрайлайнер, кстати, вездеход, для которого мы нашли подвеску, что ли? Ну, короче, на этом все, наверное, ребятки. Будем... Хаски Атак, привет, брат. Привет, дружище. Я уже заканчиваю. Заканчиваю этот стримчик. Так что всем спасибо, кто смотрел, ставил лайки, писал комментарии. Вы большие молодцы. Увидимся уже в это воскресенье на продолжение игры SnowRunner. А на этом все. Спокойной ночи и всем удачи. Пока, друзья.